Всем привет! Сегодня я к вам с кексом, который можно приготовить на Пасху или просто к чаю. Дрожжевой кекс без миксера, без духовки, на сковороде. Все смешиваю в чашке. Вот здесь у меня 100-120 граммов растопленного сливочного масла, муки 300 граммов, 300 миллилитров молока и где-то 200-210 граммов сахара. У меня сахар тростниковый. Он не такой сладкий, как свекольный, поэтому смотрите по своему сахару. Дрожжи и разрыхлитель вместе. Все смешиваю венчиком, выпекаю на сковороде на пару. Это действительно палочка-выручалочка, если нет миксера и духовки. 2 яйца, 200-210 граммов сахара, 2 пакетика ванилина и щепотку соли. И хорошо просто перемешиваю сначала яйца с сахаром. Сахар реально стал менее сладкий, чем раньше. Уже не один раз обожглась на других пирогах, поэтому стала добавлять чуть больше, чем обычно. 300 миллилитров молока. Молоко теплое. Вообще все продукты должны быть достаточно теплыми или хотя бы комнатной температуры. Тоже перемешиваю, чтобы сахар начал растворяться. Чайную ложечку дрожжей, у меня сухие, и чайную ложечку разрыхлителя. Да, в этом рецепте все вместе. Тоже хорошо перемешиваю. Сливочного масла растопленного, оно уже чуть тепленькое. И мука. Муки вот я здесь отмерила 300 граммов, но посмотрю, иногда бывает, что нужно добавить. Потихоньку, не всю муку сразу высыпаю, частями размешиваю. И последнюю часть. И ставлю под пленку или под полотенце. Тесто должно немножко подойти, 30 минут. И вот оно сейчас вот такое вот жидковатое кажется, но оно постоит и станет плотнее, станет гуще. Поэтому пока муку точно не добавляю, по-моему, вообще не буду добавлять, но посмотрю через 30 минут. Ну вот тесто подошло, и вот видите, оно стало более вязким таким уже, так как надо. То есть муки я не добавляю, перемешаю один раз вот так вот. И теперь разложу на 3 чашечки. В эту маленькую чашечку положу 4-5 ложек теста. И буквально вот так вот треть столовой ложки какао. И теперь вот смешаю, добавлю еще ложечку, чтобы тесто было здесь посветлее. И отставлю в сторону. В эту чашечку положу 1/3 от оставшегося теста в большой чашке. И сюда положу сначала столовую ложку одну. Посмотрю, насколько будет шоколадный цвет. Ну вот достаточно шоколадный. Я вот так вот кладу бумагу и вниз, и с боков. Так аккуратнее потом выходит кекс. Но можно этого и не делать в форму, вот как у меня форма для тортов. И теперь вот ложкой раскладываю тесто крест-накрест как бы. Можно воспользоваться кондитерским мешком. Ну, как бы я это делаю для дома, домашнего чаепития. Так делаю ложкой, оно тоже получается красиво и празднично. То есть чередую просто цвета теста. И опять белое. Вот прям до последних капелек. И прежде чем сделать рисунок, отставляю еще минут на 20-30. Накрываю, пусть постоит. И теперь можно сделать сверху рисунок. Если будете делать, то вот не до конца палочку опускаем, а миллиметра на 3-5, то есть сверху. Можно рисунок и не делать, прям вот оставить вот так вот. Не всегда рисунок после приготовления остается тот, который вот красавец получается в начале. Маленький огонь ставлю, у меня газ на индукционной плите, вот между маленьким и средним, ближе к маленькому. Ставлю какую-то вот подставочку, у меня силиконовый просто коврик для горячей сковороды. Наливаю вот до почти поверхности его
кипяток. И кладу вот так вот, просто вот так вот придумала, что чтобы повыше было, фольгу смяла, квадратик такой, и ставлю сюда пирог, чтобы вот фольгу кладу, чтобы было больше расстояния для образования внутри пара, чтобы форма не прикасалась и не закрывала всю воду. Поставила пирог и накрываю крышкой с полотенцем. Полотенце будет впитывать лишнюю влагу и не будет конденсата на пирог. Закрываю и оставляю на 40 минут. 40 минут выпекается на медленном огне под крышкой. Через 40 минут выключаю огонь и оставляю минут 30, крышку еще не открываю. Минут через 30 только открою и достану уже кекс остывать. И вот он остыл, пирог. Теперь чуть-чуть припорошу его сахарной пудрой. Опять же, можно этого и не делать по желанию, и я покажу, какой он в разрезе. Вот даже когда его режешь, очень нежный, прям нежный, нежнейший, потому что на пару делался, готовился. И это очень хороший выход, если у вас нет духовки, нет миксера, допустим, то все равно кекс, пирог вот такой вот вкусный можно приготовить. Вот такой вот он получается. И вот по кусочку вот отламываю, видно, какой он прям мягкий-мягкий, нежный-нежный. Очень вкусный получается. Можно сверху полить глазурью тоже шоколадной, и он будет еще более шоколадным. Вот такой вот праздничный кекс на Пасху можно сделать, дрожжевой кекс без духовки, без миксера. Получается вкусный, красивый и праздничный. Делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.